Глубоко в пустыне штата Невада одна отчаянная попытка фермера найти воду привела к появлению феномена, который на протяжении многих десятилетий не давал покоя ученым и исследователям. То, что вырвалось из недр Земли, оказалось совсем не тем, на что рассчитывали люди. Это была не просто вода, а мощная и загадочная сила природы, способная превратить бесплодный клочок пустыни в пейзаж, больше похожий на инопланетный мир. «Остановите это! Немедленно остановите!» Отчаянный крик бригадира прорезал шипение пара в тот момент, когда из только что пробуренной скважины с оглушительным ревом вырвался поток обжигающей воды, вынуждая рабочих в панике разбегаться в поисках укрытия. На дворе стоял 1916 год, и то, что задумывалось как обычный ирригационный проект на скромном ранчо в Неваде, за считанные минуты превратилось в катастрофу. Земля дрожала, когда вода, нагретая до экстремальных 200 градусов по Фаренгейту, взметнулась высоко в воздух, создавая опасное и пугающее зрелище, которого никто не мог предсказать. Владелец ранчо с ужасом наблюдал, как его надежды на процветающее хозяйство рушатся на глазах. Вместо спасительной влаги, способной спасти урожай, из-под земли хлестал кипяток, достаточно горячий, чтобы нанести тяжелые ожоги. Деньги, вложенные в бурение скважины ради спасения фермы, обернулись угрозой, от которой пришлось поспешно отказаться. Однако природа не собиралась останавливаться на этом. У нее были свои планы на провалившийся проект, и этим планам потребовались десятилетия, чтобы проявиться во всей полноте. Весть о странном открытии быстро разлетелась по округе. Одни фермеры считали это проклятием, другие видели в случившемся скрытое благословение. Начали ходить слухи о загадочных огнях и странных звуках, доносящихся с этого места по ночам. Самые суеверные жители шептались, что бурение разбудило нечто древнее и опасное, что следовало оставить в покое. Дни сменялись неделями, недели превращались в месяцы, а кипящая вода продолжала непрерывно вырываться наружу. У владельца ранчо не осталось иного выхода, кроме как оградить территорию, создав странное и пугающее зрелище. Посреди пустыни, вдали от дорог, за сетчатыми заборами постоянно поднимались клубы пара. Именно тогда началась настоящая трансформация. По мере того, как горячая вода снова и снова выходила на поверхность, растворенные в ней минералы начали оседать вокруг устья скважины. Слой за слоем, год за годом, эти минеральные отложения постепенно формировали нечто необычное. Местные дети окрестили это место монстром пустыни, потому что оно выглядело все более чуждым и живым. Они соревновались друг с другом, кто осмелится подойти ближе к дымящемуся образованию, несмотря на строгие запреты родителей. В 1920-х и 1930-х годах загадочный колодец стал частью местных легенд. Путешественники, проезжавшие мимо, часто останавливались, чтобы взглянуть на странное сооружение, медленно растущее среди песков. Некоторые даже утверждали, что вода обладает целебными свойствами, хотя приблизиться к ней было невозможно из-за смертельно опасной температуры. Владельцы земли регулярно получали предложения от предпринимателей, желающих превратить это место в туристическую достопримечательность, но каждый раз отвечали отказом, возможно, понимая, что не все чудеса природы следует превращать в аттракционы. Почти полвека кипящий колодец оставался частью местного фольклора, пока в 1964 году сюда не прибыла группа амбициозных предпринимателей, уверенных, что смогут добиться успеха там, где потерпел неудачу фермер. Энергетическая компания разглядела потенциал в геотермальной активности и решила пробурить вторую скважину неподалеку. Они привезли современное оборудование и опытных геологов, убежденных, что научный подход обеспечит контроль над процессом. Бурение шло методично.
Техника значительно превосходила все, что было доступно в 1916 году. Жара пустыни была привычной для рабочих, но в тот день все изменилось. Бур с ревом уходил все глубже в земную кору, вибрации передавались по почве. Рабочие перекрикивали шум напряженными голосами. «Давление растет!» — закричал техник, указывая на приборы. Бригадир, вытирая пот со лба, наклонился, чтобы взглянуть на показания. «Выключайте! Мы зашли слишком глубоко, Ка!» — скомандовал он, но было уже поздно. Земля резко вздыбилась, воздух разорвал оглушительный треск, и из скважины вырвался столб пара, за которым последовал взрывной фонтан кипятка, поднявшийся более чем на 200 футов. «Назад!» — закричал бригадир, размахивая руками, когда рабочие в панике бросились в стороны. Буровая установка застонала под колоссальным давлением и рухнула с грохотом, разбрасывая металлические обломки. В земле раскрылись трещины, из которых с шипением вырывался пар. В этом хаосе самый молодой геолог команды, Дэн Картер, заметил самописец, балансирующий у края расширяющегося провала. «Нам нужны эти данные!» — крикнул он, но никто не решался приблизиться. Игнорируя приказы, Дэн рванул вперед, пробираясь сквозь плотные клубы пара. Жар обжигал кожу, земля уходила из-под ног, но он добрался до прибора и схватил его в тот самый момент, когда край обрушился. Почва снова застонала, и Дэн прыгнул на твердую поверхность, тяжело приземлившись, но не выпуская устройство из рук. Кашляя и задыхаясь в удушливом тумане, он добрался до команды. Когда позади них вновь взревел гейзер, бригадир оттащил его в безопасное место. «Ты безумец, Картер, но эти данные могут нас спасти!» — воскликнул он. Команда в оцепенении наблюдала, как Земля демонстрирует свою ярость. История повторялась. Рев вырывающегося пара был слышен на многие мили, привлекая толпы зевак, наблюдавших за происходящим с безопасного расстояния. Сейсмометры зафиксировали подземные толчки, вызванные резким ростом давления. Геологи с тревогой отметили, что температура воды значительно превышала их расчеты, и вскоре стало ясно. Они случайно вскрыли гораздо более масштабную геотермальную систему, чем предполагалось. Компания пыталась перекрыть скважину, но давление оказалось слишком сильным, и вода начала искать новые выходы, просачиваясь через трещины в земле. Последствия этого события на долгие годы озадачили ученых и привели к формированию одного из самых необычных геологических объектов Северной Америки. Минералы, особенно кальций, карбонаты и кремнезем, начали образовывать структуры, которые казались нарушением привычных законов природы. Остывая, вода откладывала минералы, формируя террасы и бассейны невероятных цветов, больше напоминающие декорации фантастического фильма, чем реальную пустыню Невада. Дополняли картину термофильные водоросли, процветающие в экстремальных условиях и окрашивающие образование в яркие красные и зеленые оттенки. Эти микроскопические организмы, приспособленные к смертоносным температурам, стали невольными художниками этого природного памятника. Цвет водорослей менялся в зависимости от температуры и минерального состава воды, превращая гейзер в живое, постоянно меняющееся произведение искусства. Со временем структура выросла до 12 футов в высоту и ширину, а окружающая территория превратилась в сложную систему террас и бассейнов, раскинувшихся на 74 акрах пустыни. Каждый бассейн обладал собственными характеристиками, создавая уникальные микроклиматы. Фотографии этого места часто вызывали недоверие, многие считали их подделкой, не веря, что подобное возможно в реальности. Ученые же сделали еще более поразительные открытия. Геолог Каролина Муньос-Саэс обнаружила, что кристаллы кварца здесь формируются с невероятной скоростью.
Процессы, обычно занимающие до 10 тысяч лет, происходили за десятилетия. Флай Гейзер буквально переписывал учебники геологии. Помимо геологии, здесь возникла уникальная экосистема. Птицы использовали теплые водоемы как остановки во время миграций, растения процветали в непривычном для пустыни влажном микроклимате. Владельцы земли оказались перед выбором. То, что начиналось как провал, стало туристическим чудом. В итоге доступ был ограничен ради безопасности и сохранности. В 2016 году новую главу в истории гейзера открыл Burning Man Project, выкупивший территорию за $6,5 миллиона. Их целью стало сохранение и ответственное знакомство людей с этим чудом. Сегодня небольшие группы могут посещать Флай Гейзер в сопровождении гидов, соблюдая безопасную дистанцию от воды, температура которой по-прежнему достигает 200 градусов по Фаренгейту. Этот бывший фермерский колодец превратился в живой шедевр природы, продолжающий расти и меняться, напоминая о том, что ошибки иногда становятся началом чего-то по-настоящему удивительного. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.